Трамп собирается огласить чрезвычайное положение. Украина использовала огромное количество снарядов, а президент Польши критикует канцлера Шольца. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. МИД Германии угрожает Китаю за сотрудничество с Россией. Сколько ракет есть у Украины и какой партнер Киева высказался против стрельбы по территории РФ? Масштабная диверсия в Балтийском море. Кто перебил кабели связи? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Украина использовала 3 миллиона снарядов в прошлом году. Половина из них натовского калибра, который уже вытесняет советский на фронте. Но снарядов все равно не хватает. Это значительное количество, столько нам ни разу не предоставляли. Скажем так, мы получили вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за разных факторов. Следовательно, мы и видим такую сегодняшнюю ситуацию на определенных участках фронта в условиях дефицита определенной номенклатуры артиллерийских боеприпасов. В начале полномасштабного вторжения России ВСУ использовали на фронте пушки калибра 152 и 122 мм, а уже начиная с середины 2022 года у украинских войск начали появляться гаубицы калибром 155 мм и 105 мм, которые передавали партнеры. Никто не знает, сколько ракет есть у Украины, говорит министр иностранных дел Литвы. Продолжаются споры о дальнобойном оружии и снятии запретов на его использование, но уже более детальные. Конечно, мы и украинцы уже давно просили об этом, чтобы все ограничения были сняты. Почему я пока не открываю шампанское? Так это, наверное, потому что мы не знаем реальных цифр того, сколько ракет есть у украинцев. Так что вопрос в том, достаточно ли у них ракет, чтобы это имело значение на поле боя. Потому что мы сражаемся не в прессе. На самом деле мы сражаемся в Украине. Именно поэтому нам нужно победить. Так что хорошие аргументы в пресс-релизе очень важны. Но нам нужно победить там. Многие аналитики сходятся в мысли, что резкое решение Джо Байден принял в ответ на появление северокорейских военных на фронте. Но, может быть, это и поднятие ставок, игра на нервах. Я думаю, что это безусловно поможет украинцам, но я не думаю, что это будет иметь решающее значение для направления войны. Я полагаю, что администрация Байдена хочет, чтобы Путин и Северная Корея поняли, что эскалация чревата последствиями. Альянс КНДР и России стал опаснее, когда они отправили более 10 тысяч северокорейских солдат на помощь русским. Я не думаю, что администрация Байдена хочет, чтобы они думали, что это остается без внимания. Тем не менее, русские уже давно вывели свои самые важные ресурсы из зоны действия АТАКАМС. Они уже давно ожидали, что в конце концов это ограничение будет снято. В Италии на решение Белого дома отреагировали резко и негативно. Министр иностранных дел высказался по этому поводу. Наша позиция по поводу использования оружия Украины не изменилась. Оно может быть использовано только на украинской территории. Надеюсь, Китай сможет помочь донести до Москвы необходимость завершения этой бессмысленной войны. Президент Польши раскритиковал звонок немецкого канцлера Путину. Он назвал этот звонок ошибкой. Анджей Дуда выразил сомнение в том, что разговор Олафа Шольца с главой Кремля был согласован с союзниками. Решение президента США Джо Байдена о том, что Украина может использовать американские ракеты на территории России, было очень необходимо. Возможно, это переломный момент в войне. Стал ли этот звонок Шольца Путину решающим в процессе принятия решения американским президентом – один из главных вопросов. Если бы была другая ситуация на фронте, то есть если было бы Украина была бы в нападении или двигалась бы вперед, тогда, может быть, такого рода звонки имели бы смысл. Или бы, если Шольц бы поставил бы какой-нибудь ультиматум Путину, скажем, сказал бы, чтобы он перестал бомбить украинские города, а если он будет продолжать, то
скажем, Германия будет поставлять Украине эти вот крылатые ракеты «Таурус», которые Украина уже долго запрашивает. А так это я не вижу пока смысла в этом. Может быть, сейчас, это сейчас может быть такое мое мышление, некая фантазия, будет некое повышение немецкой помощи для Украины, военной помощи, тогда бы это тоже имело бы смысл, тогда бы Шольц мог бы сказать, мы сейчас повышаем военную помощь для Украины, потому что вот моя попытка как-то вступить в осмысленные переговоры с Путиным не удалось. Подводный оптоволоконный кабель Sea Lion One, являющийся единственным каналом связи между Финляндией и Центральной Европой, оказался поврежден, пишут скандинавские медиа. Протяженность кабеля составляет около 1200 километров, и он проходит в непосредственной близости от российского газопровода «Северный поток». Причины инцидента пока остаются неизвестными, расследование происшествия уже начато, но детали пока не раскрываются. Трамп и режим ЧС, 47-й президент, с первого дня своего второго срока планирует начать масштабные депортации нелегальных иммигрантов. Об этом пишет издание Newsweek. Для этого он намерен объявить национальное чрезвычайное положение, что позволит использовать дополнительные ресурсы и полномочия для усиления миграционного контроля. Трамп планирует развернуть военные силы на границе с Мексикой, возобновить строительство пограничной стены и отменить гуманитарные программы, введенные администрацией Байдена, которые позволяли сотням тысяч мигрантов легально въезжать в страну. Эти меры направлены на сокращение нелегальных пересечений границ и увеличение числа арестов и депортаций. Ключевую роль в реализации этих планов сыграет Том Хоман, бывший глава миграционной и таможенной службы США, который станет главным пограничником в новой администрации. Хоман известен своей жесткой позицией по вопросам миграции и намерен использовать все доступные средства для достижения поставленных целей. Но эти инициативы, вероятно, столкнутся с юридическими вызовами со стороны демократических штатов и правозащитных организаций, которые могут оспорить законность и гуманность предложенных мер. Тем не менее, администрация Трампа настроена решительно и готова использовать все доступные инструменты для реализации своего плана. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Беларуси вырастут налоги для водителей. В 2025 году планируется ряд серьезных изменений. Первое, что ожидает автовладельцев, повышение транспортного налога. Для физических лиц он вырастет примерно на 6%. Так что, например, владельцы автомобилей массой до 1,5 тонн будут платить 70 рублей в год вместо нынешних 66. Также налог увеличат и для организаций. Особое внимание уделят люксовым авто. Сейчас их владельцы платят 10-кратный налог, но это касается только машин младше 3 лет. В будущем планируется убрать возрастное ограничение, распространив повышенный налог на более старые авто. Изменения коснутся и льготников. От уплаты транспортного налога хотят освободить военнослужащих срочной службы и тех, кто проходит альтернативную службу. Ранее льготы уже получили ветераны, инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи. Ну и, наконец, возможны изменения для тех, кто пересекает границу на автомобиле. Сейчас в 3 областях, в Брестской, Витебской и Гродненской, действует сбор за выезд в страны ЕС, который составляет 40 рублей. В будущем областным властям могут дать право сделать этот сбор постоянным. Поездки в Россию по-прежнему будут бесплатными. Сотрудничество РФ и Китая будет иметь последствия, заявляет Анна-Лена Бербак. Правительство Германии предполагает, что Китай оказывает России помощь в виде беспилотников. Российская агрессия является нападением на свободу и затрагивает основные интересы всех европейских государств, поэтому Европа готова вводить больше экономических мер, говорит министр иностранных дел Германии. Агрессивная война Путина – это также нападение на нашу собственную свободу в Европе и, следовательно, затрагивает основные интересы всех европейских государств. Мы также очень четко говорим это сторонникам этой жестокой агрессивной войны против Украины, сторонникам этой жестокой агрессивной войны против свободы в Европе. Это касается наших собственных основных интересов безопасности. Исходя из этого, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также четко заявляем об этом в отношении китайской помощи беспилотниками, потому что это тоже должно и будет иметь последствия.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.